Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, какие тайны вскроются до конца лета. И прежде чем начать, хочу вам просто сказать спасибо за вашу поддержку. Потому что я все ваши комментарии вижу, я все ваши донаты все вижу. Всем спасибо. Просто я как сказать, не знаю, как хорошо поблагодарить. Поэтому расклады, которые вы смотрите. Итак, кстати, благодаря последнему донату позавчерашний расклад теневой, он в открытом доступе. Это вам подарочек от той дамы, которая задонатила. Итак, я думаю, что начнем наш расклад, и обязательно приходите в проживание арканов. Единички. Какие тайны вскроются? До конца лета ты узнаешь, что кто-то из твоего окружения влюблен в тебя тайно. И сразу скажу, мне очень часто пишут: а почему ко мне все время мужик идет? Почему ты так читаешь? Как сказать, если к вам липнут короли, пажики и прочее с колесницами, да, то как по-другому прочитаешь, если, например, колесница и король? Едет к тебе король. Или с королем ты уедешь куда-то. Так что, как карты показывают, так и говорю. И никаких от себя не сую в расклады. Сразу повторю, меня в раскладах нет. А то есть такие несколько человек, которые почему-то решили, что что я их мужчина. Но, увы. Итак, тайны какие? Понятно, да, влюбится. Он сейчас, борется каждый день с собой. Признаваться тебе или нет, подойти или там еще подождать. Но, этот мужчина, он очень импульсивный и прямолинейный. Когда он созреет открыться, то это сделает, резко и без предупреждения. Никаких намеков не будет, никакой подготовки не будет. Просто подойдет и все выложит как есть. Его признание, оно будет настолько для тебя неожиданным, что ты растеряешься. И самое, что интересное, ты вообще не подозреваешь этого человека, то, что он к тебе как-то по-особенному относится. Он так хорошо скрывает на данный момент свою влюбленность, что ты его воспринимаешь даже не как друга, а просто как обычный знакомый. Понимаешь? И это коллега, с которым ты просто здороваешься. У вас нет ничего, никаких приглашений в кафе, ничего. Понимаешь? И он все время думает только о тебе. И он, самое что интересное, у вас только привет-привет. Больше нет ничего. Или даже здравствуйте. То есть между вами огромнейшая пропасть. И этот человек, он уже составил план действий. Он не собирается просто признаться и ждать твоего ответа. Нет, у него есть конкретные предложения. Куда сходить, что делать, как отношения развивать, у кого будет пульт от телевизора даже. Он продумал все до мелочей. Потому что он долго готовился к этому моменту. И когда он тебе все расскажет, ты просто поймешь, что он действительно серьезно настроен. Чем все закончится, это признание, оно для тебя тяжелым грузом будет. Ты просто поймешь, что ты не можешь ответить ему когда да говорят. Взаимностью не можешь ответить. Но и отказать тоже не сможешь.
Тебе придется нести на себе ответственность за чужие чувства, которые ты, как говорится, и не просила даже. И это очень тяжело, знать, что кто-то из-за тебя страдает. И вот тут вот начнется самое болезненное. Твое нежелание причинить боль, оно обернется еще большей болью, причем для всех. Ты будешь сохранить, пытаться там с ним приятельские такие вот «здрасте-здрасте» отношения, возможно, даже надежду давать будешь пытаться. Будешь говорить там «давай друзьями останемся», но это только усилит его страдания, растянет вот эту агонию. А потом будет жестокий прорыв. И этот прорыв будет, знаешь, вот, как сказать, болезненный. Этот прорыв как разрыв. То есть, когда он поймет, что ты никогда не будешь его любить, он решит полностью исчезнуть из твоей жизни. Никаких объяснений, никаких прощаний. Просто вот возьмет и пропадет. Заблокирует везде, номер телефона сменит, если ты его знаешь. Будет избегать мест, где вы можете встретиться. И вот это предательство, я бы назвал, оно ударит по тебе больнее, чем ты ожидал. Ты поймешь, что ты потеряла не просто там тайного поклонника, да, а человека, который был важной частью твоей жизни. Что его вот эти вот дружба рабочая, она была настоящей. Ну, вас, как сказать, это и не дружба, но и дружба. Вот как молчаливая дружба, знаешь же. И вот этого, когда человека не будет, то вернуть уже, будет ничего невозможно. Хотя бы вот эти приятельские отношения, рабочие, я бы сказал. Как тебе быть? Осторожно и деликатно нужно быть. Знаешь, вот когда этот человек признается, то не спеши с ответом. Сразу не говори «нет», но и не давай ложных надежд. Попроси время подумать, чтобы правильные слова найти. Помни, что от твоей реакции зависит, останется ли он вот в твоей жизни, в рабочих отношениях. Будь максимально честной, но мягкой. Объясни ему, что ценишь ее там как человека, но вот чувств не испытываешь. Что поделать, вот не испытываешь? Скажи, что не хочешь его потерять, как вот знакомого. Ну и понимаешь, что если, как сказать, что и общение будет тяжело поддерживать после того, как он раскроется. Дай ему право выбора, остаться или уйти. И вот что самое главное, не пытайся его переубедить или удержать силой. Если он решит прекратить общение, то прими это вот с достоинством. Не бегай за ним, не проси вернуться, не пытайся восстановить вот эти приятельские отношения через каких-нибудь общих знакомых. Уважай его решение, каким бы болезненным оно не было, понимаешь? А еще подготовься к тому, что твоя жизнь изменится. Этот человек, он важная часть твоего вот рабочего распорядка дня. Без него образуется пустота, которую нужно будет чем-то заполнить. Найди занятия новых людей, новые интересы. Не зацикливайся на потере, а просто ищи новые возможности там для своего роста и развития в своей карьере. Тут, по идее, все понятно. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Какие тайны до конца лета ты узнаешь? Знаешь, ты узнаешь, что вот человек, которому ты прям слепо доверяла, он тебя использовал твою наивность. Это тот, кого ты считала своим наставником, своим мудрым советчиком. Ты шла к нему за помощью, просила совета, делилась там всем.
а он в это время преследовал свои корыстные цели. Ты была для него легкой добычей, потому что твоя вот эта открытость, доверчивость, там, готовность верить, все это он использовал в своих интересах. И он брал с тебя, как сказать, вот притворялся твоей плакательной жилеткой, понимаешь? А в итоге эта женщина, она оказалась там, что сплетни потом распускала. Просто ты, как тебе сказать, этот человек, вот эта якобы близкая подруга, она твои секреты рассказывала другим. И правда вскроется случайно. Ты просто услышишь разговор и, как сказать, когда не ожидают, где ты будешь. Вот как объяснить-то? То есть о тебе будет говорить она с кем-то, не видя, что ты рядом. Вот так вот. И ты поймешь просто, что этот человек, он смеется над тобой за твоей спиной. Что ты для него, для этого человека просто глупая девочка, которой можно голову морочить красивыми словами, красивыми этими и так далее, и прикрываясь все это дружбой. И самое болезненное, ты поймешь, что ты сама позволила себя обманывать. Признаки ее лживости, они всегда были, но ты игнорировала их. Она говорила одно, делала другое, обещала там помочь, а на деле только пользовалась. Но ты так хотела верить в ее искренность, потому что у тебя друзей и так раз-два я обчелся, да? А тут еще она. И ты поймешь, что ты просто глаза закрывал на очевидно, твоя наивность станет твоим проклятием. Чем все закончится? Ну, правда вскроется, и в тебе ярость проснется. Ты просто поймешь, что годами была марионеткой в руках этой женщины. Что тебя использовали, что тебя унижали, обманывали. И вот эта злость, она даст тебе силы для борьбы. Ты больше не будешь тихо терпеть несправедливость. Но одновременно ты столкнешь с сильнейшим прям искушением отомстить. Захочется всем правду рассказать про этого человека, разрушить ее репутацию. Тебе, знаешь, тебе будет казаться, что месть – это единственный способ восстановить справедливость. И знаешь что? Вот эта жажда мести, она начнет тебя жрать изнутри. Ты будешь думать только о том, как причинить ей боль. Будешь строить планы вот эти расправы, искать ее слабые места, собирать там компромат, возможно. Месть у тебя станет навязчивой идеей, которая не будет давать тебе покоя. И самое страшное, ты рискуешь стать такой же, как она. В погоне за местью ты можешь перейти грань и начать использовать те же грязные методы. Ложь, манипуляции, подставы. То есть ты превратишься в того, кого сама и ненавидишь. То есть борьба с монстром, она сама сделает тебя монстром, понимаешь? Как быть? Знаешь, тебе нужно принять жесткое решение и полностью разорвать отношения с этой женщиной. Никаких объяснений, никаких попыток выяснить, зачем, почему, никаких шансов на исправление. Просто вычеркни ее из своей жизни раз и навсегда. Заблокируй везде, не отвечай на звонки, место избегай, где вы можете встретиться. Будь беспощадна к себе. Не ищи оправданий для ее поведения. Не думай там, может, она не хотела меня обидеть, может, это там ненароком. Она взрослый человек и знала, что делает. Не жалей ее, не сочувствуй ей, не давай вторых шансов ей. Такие люди, они не меняются, они только становятся осторожней. И самое важное, знаешь, откажись от мести. Да, тебе хочется справедливости, чтобы прямо она страдала и так далее. Но месть, она не принесет тебе облегчения. Она только отравит твою душу и потратит твое время.
Лучший способ отомстить — это стать счастливой без нее. Понимаешь? Направь свою энергию там на восстановление. Там проанализируй, что тебе позволило, что точнее ей позволило обмануть тебя. Работай над своими границами. Учись говорить «нет». Развивай свое критическое мышление. И преврати вот этот болезненный опыт в урок, который сделает тебя сильнее и мудрее. Пусть ее предательство станет твоим переходом к новой, вот более осознанной жизни. Понимаешь? Тут мне больше нечего сказать. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Какие тайны до конца лета вскроются у вас? Ну, понятно, да? Ты семейный секрет узнаешь, который твои родители, да, твоя мама скрывала всю жизнь. И этот секрет, он касается твоего происхождения. И вот это все кардинально изменит твое представление о себе. Твоя мама, она, знаешь, всегда была очень скрытной по поводу прошлого. От вопросов уворачивалась, меняла темы разговора. И вот оказывается, у нее были веские причины молчать. И правда вскроется очень быстро и очень неожиданно. Ты знаешь, ты какие-то бумаги найдешь, то ли документы, то ли фотографии, то ли письма, или кто-то из родственников решится рассказать то, что знает. И все будет развиваться стремительно. Сегодня, как говорится, ты ничего не подозреваешь, а завтра уже знаешь всю правду. И вот этот секрет, он объяснит очень многие странности в поведении твоей семьи. Там, почему мама никогда не рассказывала про свою молодость, почему нет контактов с некоторыми родственниками, почему в доме старых семейных фотографий нет. Все вот эти загадки, они получат ответ. А еще ты поймешь, что твоя интуиция, она давно тебе подсказывала правду. Ты просто всегда чувствовала, что вот что-то не так, но ты не могла понять, что именно. А твое подсознание, оно улавливало сигналы, но разум их блокировал. Чем все закончится, ну знаешь, жизнь твоя изменится кардинально, к лучшему причем. Этот секрет семейный, он принесет тебе не горе ни в коем случае, радость принесет. Ты обретешь то, чего тебе всегда не хватало. Понимание своих родственников, своего места в мире. Ты почувствуешь себя, вот как сказать, цельной личностью наконец-то. И самое крутое, ты получишь неожиданное, как сказать, неожиданные деньги, неожиданное приобретение. Не обязательно деньги, но вот что-то очень ценное, понимаешь, вещь какую-то. И вот так вот все. И ты станешь, как говорится, как сказать, вот не главой семьи, а вот на коне, что ли, вот так сказать можно. То есть, когда вот все тайны вскроются, именно на тебя ляжет вот ответственность за, как сказать, за семейное счастье. Ты будешь той, кто будет собирать всех родственников, всех помирит тех, кто в ссоре. Отношения между поколениями наладишь. И у тебя будет невероятная уверенность в себе. То есть знание вот этой семейной тайны, да, правды, оно даст тебе ощущение устойчивости. Ты поймешь, что принадлежишь, как сказать, к сильным людям. Как тебе быть? Ну, нужно, знаешь, быть готовой к полной переоценке всего, что ты о себе знала. Когда правда вскроется, за старые представления не цепляйся. Прими новую информацию прям спокойно, даже если она кардинально меняет твою картину мира. Позволь себе стать другой женщиной. Той, которой ты была сегодня, вот уже не будет. Понимаешь? И маму свою за молчание не осуждай. У нее были свои причины, у всех родственников были причины скрывать правду.
Тебя хотели защитить от, как сказать, от боли от этой. Понимаешь? И возьми на себя роль семейного миротворца. Вот эти знания, которые ты получишь, используй не для мести или упреков, да, а для восстановления связи между родственниками. Найди там родственников, которые там давно уже, как говорится, не писали, не звонили. Помири тех, кто в ссоре. Создай там, как сказать, вот это, как вот когда за столом все собираются. и, э, Это не праздник, а посиделки. Вот стань той, кто объединяет, а не разъединяет. И самое главное, прими свое новое предназначение. Эта правда о твоем происхождении, она откроется не случайно. Вселенная тебя готовит к новой роли в жизни. Ты должна будешь продолжить семейное дело. И, как сказать, вот восстановить семью ты должна. Вот я не знаю, как сказать, но вот объясню. В давние-давние времена, когда ты еще была маленьким карапузом, вся семья собиралась, они там, и не было праздника, просто собирались, потому что там суббота, например, да? И песни пели вот эти вот у-тю-тю-тю-тю, вот эти вот. А сейчас это все исчезло. Вот стань той, кто вот это все, как сказать, возродит. Понимаешь, объедини свою семью. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и обязательно приходи в проживание Аркан. И помни, что дед всегда рядом.